Всем привет! В этом видео я хочу рассказать вам, как установить свой первый Laravel проект, чтобы начать в нем работать. И для этого существует как минимум два способа. Первый из них это установка Laravel проекта через Composer. И второй вариант это обычным курлом стянуть с Git репозитория такой типичный шаблонный проект. Переходим в консоль и пишем команду Composer. Консоль нам возвращает, что Composer не найден, но может быть установлен с помощью команды sudo apt install composer. Можно и так установить, но я бы не пользовался, потому что Composer будет установлен довольно-таки старой версии. Я проверял, у меня устанавливается 1.1. Есть другой способ установить. Для этого сделаем первую команду, это sudo apt update. С нее, в принципе, начинается любая установка на Linux, поэтому начинаем с нее. Обновляем наши пакеты, которые есть. Дальше следующая команда sudo apt, как обычно, install. И теперь установим два пакета для того, чтобы разархивировать загруженную библиотеку с сайта Composer. Нам нужна PHP CLI и unzip. Установились они успешно. И следующее, что нам нужно сделать, это выполнить команду curl к сайту getComposer. Очистим консоль. Clear. Следующее, что нам нужно, curl. Поставим два флага -s и большая S. Они показывают эрроры во время загрузки, то есть если что-то не дозагрузится из пакета, будет выведено сообщение. Я скопирую и вставлю название сайта. Это http://getcomposer.org installer. Если кто не успеет записать или где-то там не понимает, какая может быть ошибка, я обязательно под видео добавлю ссылочку на свой LinkedIn, и там будет краткая инструкция по всем этим командам. Поставим следующий флаг -o. Так, это то, что у нас будет загружаться в конкретный файл, а не в директорию. И впишем название файла. Это будет setup.php. Собственно, для этого нам и нужна была команда PHP CLI, для того, чтобы этот файл потом открыть. Ну и выполняем. Как видим, команда прошла без всяких возвратов ошибок. Это значит, что пакет был загружен успешно с сайта. Почти все, но теперь еще нужно выполнить одну тоже длинную команду. Я ее скопирую. Это глобальная установка композера из того пакета, который мы загрузили. Sudo php composer setup PHP, это как раз тот файл, да, и мы указываем директорию, в которой она будет установлена. Install dir, дальше путь к ней и filename composer, то есть этот файл установленный будет называться composer, и выполняем. Как видим, установка прошла, ошибок не вернула. Можем теперь вписать команду composer. И теперь Composer нам возвращает целый список команд, которые в нем есть. И видим, что версия Composer установлена 2.39. И вот та команда, которая нужна нам для установки Laravel, да, это create project. Вот она. Create new project from package. Здесь описано, что она делает. Очистим консоль. Так, Composer мы имеем. Теперь бы я посоветовал пойти на сайт Laravel. Для этого просто впишем laravel.com. Вот наша страничка с сайтом. Переходим в Get Started. И здесь находим такой раздел, как Your First Laravel проект. Переходим в него. Смотрите, здесь есть заготовленная команда для того, чтобы создать свой первый проект. Можем ее скопировать, вернуться в консоль и вставить. Мы ее можем немножечко переделать. Для этого сотрем название проекта, впишем desktop и
после косой черты впишем название проекта MyApp, к примеру. То есть сейчас наш пакет, не пакет вернее уже, а готовый шаблонный проект установится на рабочий стол нашего компьютера. Нажимаем Enter. Идет загрузка пакета. И что мы здесь видим? Это репозиторий, с которого он подгружается. И здесь есть такая надпись Stand with Ukraine. Приятно. Даже здесь есть поддержка Украины в ее борьбе. Спасибо. Немножко подождем, пока подгружается все. Но здесь уже на рабочем столе можно заметить, что MyApp папка уже появилась. Вот смотрите, здесь все внутренности Laravel, так скажем. File readme, Composer.json для управления всеми пакетами, которые мы будем потом добавлять в проект. Ну, немножко нужно еще подождать, пока все подгрузится. Для того, чтобы работать в проекте, я использую PHP Storm. Но есть много других вариантов, в какой среде можно разрабатывать проект. Если кому-то это интересно, можете написать мне в комментариях, сниму об этом видео. Итак, смотрите, произошла установка всего необходимого окружения. Application Key Successfully Set, то есть Published Complete. Все у нас установлено в этот пакет MyApp. Теперь мы можем перейти в среду разработки PHP Storm, закрыть консоль и открыть данный пакет, который только что мы загрузили. То есть MyApp. Есть, загружаем. Оно открылось у меня на другом рабочем столе. Сейчас я его опущу вниз. Вот, пожалуйста. Наше первое приложение загружено. И можно уже начинать разработку. Но не совсем, потому что запустить нам нужен сервер. Чтобы запустить в сервере, мы обязательно установим Docker. К докеру подключим MySQL и сможем работать в проекте. Сейчас я покажу еще один вариант, как можно загрузить проект без использования композера. Для этого закроем текущий проект, удалим эту папку, идем еще раз в поисковик, переходим на сайт Laravel, Get Started. Перед этим мы пользовались Your First Laravel Project. Сейчас нужно зайти в закладку Get Started on Linux. Так как мы находимся в среде Mint, смотрите, здесь есть curl, который нужно выполнить. Копируем его. Возвращаемся в консоль. Вставляем и выполняем. Laravel загружается. Приветствует нас надпись Send with Ukraine. Немножечко сейчас подождем. Теперь установщик наш, который загружает, спрашивает пароль администратора. Пожалуйста, даем. И в ответ прилетает сообщение: спасибо вам, мы надеемся, вы сделаете что-то невероятное. А так и будет, иначе никак. Но на рабочем столе нету этого установленного шаблонного приложения. Идем в папку Home и здесь находим Example App. Можно его скопировать на рабочий стол, потому что он так назывался в этом курле. И здесь видим точно так же все папки с Laravel. Я извиняюсь за пса. Немножко что он расшумелся. Еще раз идем в PHP Storm. Предыдущий MyApp светится сереньким, потому что я его удалил. Открываем другой. Этот проект назывался у нас тоже Desktop. И в десктопе теперь есть Example App. Нажимаем ОК. Открывается Storm. Идет загрузка. И вот, пожалуйста, наш шаблонный проект установлен.
Всем спасибо за просмотр. Я постарался максимально раскрыть эту тему. Кому понравилось, поставьте лайк или дизлайк. И увидимся в следующих видео. Пока.